стойку. Потому что со стойкой у нас у всех проблемы. Вот. И повороты. То же самое. Все забываете парус сзади, потом судорожно его пытаетесь вытянуть, что при фордаке, что при верштаге. Перещелкивать парус надо, как только ты его начинаешь набирать. Естественно, сразу. Потому что это входит в поворот. Что в фордевин, что верштаг. Да? В тот момент он у тебя растравленный, вылетает вперед. Это понятно, что я говорю, да? Не остается сзади, а вылетает растравленный вперед. У вас руки становятся уже на новом месте загиб, практически одновременно цепляются. Вместе остаются, да? Вот ты мачтовой рукой выкинула его, да? Уже перехватила другой рукой шкотовой, да? У вас руки уже поменялись, и в тот же момент, когда ты его набираешь, вот он у тебя растравленный летел вперед, после этого ты должна тут же его добрать. Тут же. Не уваливаться, естественно, с не развернутым парусом, а уваливаться надо уже так, чтобы у тебя латы перестегнулись на другой галс. Иначе просто тебе неудобно будет уваливаться, тебе ветер будет, то есть не ветер, а парус будет иметь форму, которая будет мешать тебе увалиться. Ну и после этого гоночки опять, как всегда. Гонку я вам поставлю покороче, наверное, чем вчера. То есть вчера она была на 27 минут у нас, для вас это тренировочной гонки явно много. Гонка будет минут на 10-15. Понятно? Вот, сейчас быстро одеваемся, чтобы никто никого не ждал. Вот, и еще, значит, у меня мало знаков, поэтому вам будет запрет на фордак. Фордаком ходить нельзя будет. Должны будете ходить только бакштагами. Понятно? Вход на дистанции, вход в поворот фордевин. Он обязательно должен быть за счет... Скорее всего, вы будете сейчас глиссировать, поэтому вход-поворот за счет закренивания доски. Понял. Да, подветренный борт вы грузите, доска входит в поворот. Если у вас удастся поддержать глиссирование, может у вас даже получится глиссирующий фордак. Сегодня холодная погода, были дожди ночью, но все равно мы выходим на воду. Вода чуть-чуть теплая, потому что за 2 дня нагрелась. И сегодня я буду учиться ходить с трапецией. Значит, как настраивать петли? Давай, как их настраивать? Если ты просто так зацепишься за петли, ничего интересного не произойдет. Это парус просто откроется. Задача, чтобы у тебя парус был, чтобы петли были примерно в середине, так чтобы они держали весь парус, а не только какую-то одну руку. Как это настраивать? Кладем парус и приподнимаем за петлю. Приподнимаем за петлю. Видишь, у тебя поднимается только передняя часть паруса. Значит, надо сдвигать куда? Назад. Отлично.
Пообедали, отдохнули, день вторая тренировка. На этой второй тренировке я буду учиться глиссировать с петлями. Я на второй тренировке отрабатывал спортивный оверштаг и учился ходить с ножными петлями. С петлями поначалу я чуть-чуть поучился, а потом ветер стих. А потом у нас была гонка, и вот прям после старта у меня порвался парус. Мне очень нравится виндсерфинг. Не сидите дома, выходите на воду. Вечером ездим на катере, собираем буйки. Они у нее стояли не под мачтой, и фактически ноги упирались в борт. Так вот, на фантоме это было возможно. Почему? Потому что шверт очень длинный. И сила, которая переворачивает доску, очень большая. И ты мог спокойно упираться в борт и не думать о том, что тебе надо кренить доску под ветер. Сильный ветер бывает тоже, на ветреном борту стоишь, она вроде как подветрится, но кренится. Везет. Правильно, потому что существует шверт, который переворачивает доску. И ты должен, собственно, уже тебе не нужно кренить доску под ветер. Очень важно следить за ногами и следить за тем, под каким креном идет доска. И очень важно, чтобы не пихать ее ногами от себя, а стараться весь свой вес и все свои желания реализовывать через трапецию. В этом случае доска развернется правильно. Еще раз повторяю, я не буду сейчас вдаваться в подробности и рисовать вам все силы, которые возникают при этом. Для того, чтобы вы это поняли, вы поймете это интуитивно пока, на данный момент. Но поверьте мне, доска должна идти плоско. Весь вес желательно передавать на доску и все силы передавать через мачту. Для этого существует трапеция, которая очень удобно загружает, с помощью которой удобно загружать мачту и удобно разогнать доску максимально. Те, кто кренит доску под ветер, приезжают быстрее. И это достаточно хорошо было видно, потому что лидеры в сегодняшних гонках — это Лиза и Антон. Ну и Гладышев, конечно, когда проходил мимо, видно было, насколько быстрее они идут, чем остальные. А вот Василис пока у нас, к сожалению, отстает. И доска у нее была закренена внутрь. У них же паруса большие. Ты знаешь, вот в моей практике достаточно часто, вот Боря Минаев есть у нас, чемпион России неоднократный, вот, он иногда брал у детей парус 6,8, а остальные дети были на парусах 7,8. И он у них выигрывал. Поэтому не все определяется размером паруса. Гораздо больше определяется умением ходить. Это значение. Дело в том, что если мы возьмем
гонки профессионалов или специалистов, или детей, которые гоняются много, то у них дистанция это где-то от 20 до 45 минут. От 25 минут до 45. Соответственно, за это время доска, которая идет со скоростью где-то, скажем, 20 км в час, вот можете представить себе, сколько она проходит время, с какое она проходит расстояние. Да, то есть за 20 минут вы пройдете около 8 километров, если идете со скоростью 20 километров в час. Я точно не считал, но где-то около 8 километров. И когда они приезжают на финиш, у них бывает разница между ними 5 метров, а то и 3, а то и 1, а то и вообще только фото-финиш. Хотя у них совершенно равные паруса, одинаковые паруса. Да? Это о чем говорит? О том, что если вы катаетесь хорошо, да, то вам надо учитывать все абсолютно нюансы, которые существуют в гонках. Иначе на этих 10 километрах у вас будет такое же расстояние между вами, как у нас здесь происходит, хотя гонка всего идет 15 минут.